А ты хочешь получить в подарок MacBook Pro? Тогда переходи по ссылке в описании и подписывайся на канал Люди Дела. Когда на канале будет 100 тысяч подписчиков, среди них будет разыгран этот ноут. А также в каждом выпуске разыгрывается много крутых призов. Короче, это канал о том, как воплотить свои мечты в жизнь. В нем будет рассказано, как стать популярным, как воспитать в себе лидера, как, занимаясь любимым делом, добиться успеха. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет, с вами МШ. Еще Андрей Нефедов. Я не знаю, кто эти чуваки, но у них оператором Нефедов работает. Мы находимся в Латвии, и сегодня хотим посмотреть один из бывших военных городков под названием Скрунда. Те, кто в теме, наверняка слышали, кто не в теме, не слышали. Значит, смотрите историю, как всегда в моем репертуаре. Краткий пересказ того, что здесь было раньше, а потом в моем видео то, что стало сейчас. Поехали. Объект Скрунда-1 являлся частью системы предупреждения о ракетном нападении. О самой системе я более подробно рассказывал в своем видео о радиолокационной станции «Дуга». Если кратко повториться, то смысл этой системы состоит в том, чтобы как можно раньше обнаружить летящие в нашу сторону ядерные подарочки от противника. Для этого недалеко от границ нашей страны строят мощные радиолокационные станции дальнего обнаружения. Чем выше дальность обнаружения ими ракет, тем больше времени есть у руководства страны для принятия ответных мер. Элементами данной системы являются так называемые РО – узлы раннего обнаружения. Скрунда-1 была вторым узлом – РО-2. Другие названия этого места – 129-й отдельный радиотехнический узел, ВЧ-18951, объект 1511-1, объект комбинат. Кстати, автобусная остановка рядом с объектом до сих пор так и называется – комбинат. По просьбе местных жителей ее не стали переименовывать, так как им так привычней. История этого места началась в 1964 году, когда было принято решение о строительстве первой РЛС дальнего обнаружения Днестр-М. В 1971 году она заступила на боевое дежурство, защитив наши западные границы от внезапного вторжения. Спустя буквально год по соседству было начато строительство РЛС следующего поколения типа Днепр-М. При этом стоящий на боевом дежурстве РЛС Днестр-М тоже проапгрейдили до Днепра. И в итоге к 1979 году на боевом дежурстве стояло две полноценные РЛС Днепр-М. Совместно с другими узлами раннего обнаружения они были объединены в единую систему с командным пунктом в Солнечногорске. Оружейный прогресс не стоял на месте. И вот уже на вооружении армии США стоят межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения, причем как боевыми, так и ложными. Задачи для РЛС становятся более сложными, и для их решения разрабатывается РЛС типа Дарьяу. Строительство такой РЛС в Скрунде началось в 1983 году. К моменту распада Советского Союза было построено здание приемника, шоу-монтаж и наладка оборудования. Ставшей независимой Латвии хотелось скорее избавиться от наследия грозного оккупанта, да и самого оккупанта. Поэтому в 1994 году было подписано соглашение между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовом статусе Скрундской радиолокационной станции на период ее временного функционирования и демонтажа. Статья 16 этого соглашения гласит, что функционирование РЛС завершается 31 августа 1998 года, после чего она должна быть демонтирована не позднее 29 февраля 2000 года. Естественно, ни о каком окончании строительства Дарьяла речь уже не шла. Хуже того, была нанята американская фирма Controlled Demolition, специализирующаяся на сносе различных объектов. За $6,2 миллиона. Кстати, угадайте, кто оплачивал удовольствие? Правильно, наш объект мы и платили. Вот за эту радость тех, против возможного нападения которых и строилось это все. В общем, за $6,2 миллиона и с помощью 1,5 тонн тротила и большого количества тяжелой техники, доставленной из Великобритании, позиции Дарьяу 4 мая 1995 года были полностью снесены. РЛС Днепр продолжил функционирование до 1998 года. При этом мы платили латвийцам $5,5 миллионов в год за аренду земли. 31 августа 1998 года РЛС Днепр была снята с боевого дежурства, и немедленно начался ее демонтаж, закончившийся 19 октября следующего года. В этот же день вся земля, остатки инженерных сооружений и жилой городок перешли под юрисдикцию Латвии. Страна, избавившаяся от грозного оккупанта, к сожалению, не смогла найти деньги на эксплуатацию жилого городка. Поэтому в 2000 году было выделено $1,7 миллиона на его консервацию. Дальнейшая история этого места вообще темна. Его пытались продать с аукциона, и даже были покупатели, соскакивавшие, правда, в момент оплаты, и в итоге вышел типичный заброс. Раньше охранявшийся лучше, а сейчас вообще не пойми как.
В феврале 2010 года на аукционе за городок радиолокационной станции Скрунда-1 российское предприятие «Александровская сервис» предложило 1,5 миллиона латов. Однако позже компания не выполнила условия аукциона. Отказался от покупки и второй претендент. Вследствие большого количества отснятого материала я разбил этот ролик на 2 части. В этой я вам покажу, что осталось от военных позиций. Своеобразный такой сталк в поле. А в следующей мы с вами посмотрим на латвийский мини-аналог Припяти. И сейчас у некоторых подписчиков немножко зашевелилось. В общем, приятного просмотра, ребят. Прежде чем тупо куда-то ломиться, я стараюсь изучить все-таки хоть какую-то диспозицию, поэтому у меня скачаны спутниковые карты и этого места. И, соответственно, можно немножечко поизучать, что где находится, что куда располагается, где какая дорога куда ведет. И в случае облома, куда можно податься. Так что готовьтесь заранее, господа. Я на карте вам, как всегда, показываю, где мы вообще тут ходим. Вот канал водоподводящий, я так понимаю, это искусственный канал, потому что слишком он прямой для естественной реки. Дальше находится уже сооружение самого городка. Сейчас будем подходить поближе, посмотрим, где охрана, где нет. Но так вот сквозь зум я вижу, что стекла не везде присутствуют, поэтому есть надежда, что там никого нет. Въезд машинам преграждает такая вот выкопанная траншейка, дабы никто не проехал. Мы пока шли, смотрели следы машин, увидели, что они разворачиваются, но теперь стало ясно почему. А здесь, видимо, остатки какого-нибудь либо водовода, либо водоотвода. Вот, пожалуйста, бетонные какие-то конструкции. Ладно, мы идем дальше. Все это мелочи. Видимо, здесь пытались заниматься заготовкой древесины, но судя по тому, что она немножечко уже высохла, этим некоторое время не занимаются. Тем временем мы вышли к краю военного городка. Впереди перед нами находится спортзал. Там находится дальше городок. То есть вот если идти туда прямо, будет сам городок. Но сейчас мы вначале сходим на позиции самой радиолокационной станции. Обойдем немножечко с краю, потому что, судя по всем рассказам, здесь есть некая охрана, которая пытается, ну или не пытается, как-то содержать этот городок в полузаконсервированном состоянии. Поэтому обойдем с краешку, пойдем к позициям. Наш путь преградил снова канал. Мы дошли до дороги, идем по низу. Зачем-то идут 3 трубы. Наверное, здесь были какие-нибудь водоводы. Может быть, горячая еще вода дополнительно шла. Может быть, какое-нибудь водоотведение шло. Поодаль немного видны остатки от периметра. Бетонные опоры и колючки между ними висящие. Тропинка, идем по ней. Она как бы нам намекает о том, что здесь кто-то ходит, а вот кто ходит, это уже вопрос. Параллельно каналу уходят остатки от опор того самого периметра, видимо. Да, точно, городок был окружен таким рвом. Где-то я читал про это как раз. Вот мы зашли на территорию уже самой войсковой части. Вы сами прекрасно понимаете, что если мы будем заходить в каждое здание, снова у нас будет Санта-Барбара, но не удержаться, не зайти хотя бы в первое попавшееся нам на пути строение невозможно. Давайте быстренько заглянем внутрь, посмотрим, что из себя представляет сейчас строение военного городка Скрунда-1. Можно сразу начать с подвала. Подвал пустой. Я думаю, что здесь раньше шли какие-нибудь трубы, коммуникации, которых, естественно, не осталось, ибо все выпилено. На полу валяющийся я увидел документацию. Естественно, всегда интересно посмотреть, что, как здесь было. 30 сентября 1990, вот непонятно, 3-го, наверное, года. Написаны фамилии, какие-то номера и стоимость всего дела. Ну, из этого ничего не становится понятным, но в любом случае 93-й год, жизнь здесь еще шла. Она еще будет здесь идти несколько лет. На этажах девственно чисто, разруха, остатки светильника, покореженная краска, отколупавшиеся двери. В общем, как всегда, тлен и дестрой. Такое чувство, как будто здесь была какая-то комната отдыха, камин, картина и, главная такая нарисованная картина и березка, причем березка в 3D. Причем натуральная березка, настоящая.
15 июля 96 года. Командир 8-й роты, капитан Приветенко. Опись материальных средств. Люстра, шкаф, пирамидка, ящик металлический. В общем, здесь, видимо, был склад. Опа. А вот здесь что? Оружейная, что ли, какая-нибудь была? Здесь реально была оружейная. То есть, если сюда вот так вот немножечко приблизить, АКМ, 4-я, 40, что-то там такое, и фамилия владельца. Жалко, что АКМ не остались. Да, оружие немножко не сохранилось. Странно, почему. Это также можно удивиться, как и удивиться неработающим лифтам в различных заброшенных помещениях. Остатки, видимо, от противогазов. В общем, здесь было имущество ГО, ну и заодно, видимо, оружие. Мы зашли в бывший склад материального имущества. Свет тоже, как всегда, не работает. Шкафы, полки. В общем, здесь выдавалась снаряга, точнее, хранилась она, красочка. По-моему, там есть. Да, совсем чуть-чуть. За сколько там, 17 лет-то? Ну, да. Второй этаж мы осматриваем более мельком. Здесь, видимо, тоже была то ли оружейная комната, то ли склад чего-то. 2 двери. Одна из них, причем, закрыта. И такая душевная решеточка. Прям вообще надежность. Служить в войсках ПРН почетно и ответственно. ПРН, видимо, предупреждение о ракетном нападении. Последний этаж. Ищем выход на крышу. В одной комнате лежит огромное количество висюлек от люстр, которые, видимо, были здесь. Скрипят двери, гуляют сквозняки, а здесь тоже был каминчик. Чувствуешь себя, ходя по таким вот зданиям, немножко как в Припяти. Все открыто, все доступно. Куда хочешь, туда иди. Нету никаких замков. Полная свобода действий. Ну и, естественно, немножечко охраны. Выходим на крышу. Вот так вот выглядит этот выход. На одной из лестниц есть дополнительный пролет, который позволяет нам подняться наверх. Но, оказываясь наверху, мы оказываемся и в зоне риска, так как нас становится хорошо видно. Поэтому мы сейчас вылезем к краешку и посмотрим, не будем ходить по ней, чтобы не привлекать лишнего внимания. Отсюда еще виднеется котельная, ну да и болт с ней. Уходим вниз, уходим дальше. Да, ДМБ, увековечение ДМБ 75. Здесь 75. А, это ДМБ 75, май, 75 год. Кузбасс, 93 год. Служили здесь. У меня создается ощущение, что сюда народ бегал покурить, потому что здесь много выцарапано различных... Совершенно прав. Служили примерно такой же располаге, у нас там такая же была, и мы сюда бегали курить. Вот. И заодно народ увековечивался. А на самом деле, с одной стороны, вандализм, а спустя годы вот так вот смотришь на эти города и можешь примерно представить себе, конечно, всю обширность географии, которая сюда приезжала. Минск. Привет, Минск, ты клевый. Ну все, ребят, давайте двигаемся дальше. У меня на карте 100% это здание обозначено как спортзал, поэтому тоже в него сейчас зайдем. Посмотрим. Может, себе все-таки найду блины для штанги. А то что-то давно хочу уже их найти где-нибудь по бюджету, так как стоят они весьма дорого, если их так покупать. Помещение. О, вот это круто. Здесь наверняка был какой-нибудь тир, судя по этим окошкам. А дальше нам самое интересное, это, конечно, всякие разные надписи на стенах. От значка ВСК к олимпийской медали. Этапы становления юного спортсмена в не очень юного и в очень спортсмена. 3-й, 2-й, 1-й разряд. Дальше мастер спорта. И кто там? Воин-спортсмен. И еще 2 стадии воинов-спортсменов. Хочу сказать, что состояние полов, конечно, здесь не шибко удовлетворительное, и футбик здесь явно уже не погоняешь, но опасность даже не в этом кроется. Посмотрите внимательно на потолок. Сейчас, конечно, состояние более-менее стабильное его. Ну, как сказать, более-менее. По крайней мере, ничего не падает в открытую, но в любой момент на вас может приземлиться какая-нибудь деревяха. Дать вам по кумполу, и в лучшем случае будет бобошки немножко. В худшем случае кумпол станет немножко мягким. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста, когда ходите, если вообще ходите по таким местам. Я в своих видео стараюсь касаться вопросов безопасности, так как то увлечение, которым я страдаю, конечно, несет в себе некий риск. Даже обычные такие походы по заброшенным зданиям. Поэтому не хочется, чтобы все кончалось плачевно. Как я уже сказал в начале, здесь был тир, и, видимо, здесь находились мишени. Вот эта вот зала
остатки от сжигания угля, видимо, служило как наполнитель, куда прилетали пули. Но не все вояки одинаково метки, не все ружья одинаково точны, поэтому небольшой разброс присутствует. Поэтому вот все доски испещрены такими вот отверстиями, пулевыми ранениями. Пытаюсь найти остатки от пульки какой-нибудь, но что-то тщетны мои попытки. Ну, да и ладно, не больно и хотелось. Немножечко заросший плац. Проходим мимо него, плавно поворачиваем нашу камеру налево и видим остатки от котельной. На самом деле котельных тут было либо две, либо как вариант старая и более современная, новая. Но так как объект сам по себе довольно большой, то есть и военный городок, и техобеспечение, то, может быть, их и две было. И мне кажется, эта труба немножечко покосилась или нет. Я вот смотрю, мне кажется, что она немножечко вправо уже уходит. Кирпичная труба эта. Я стою у основания от этой разрушенной трубы, думаю, лезть на нее или не лезть, но считаю, что смысла просто на самом деле нету, так как я буду там как красивый маяк отсвечивать, да и высота ее на самом деле не шибко ахти. Лучше на ту Пизанскую залезть, но как-то несколько опасно. Кстати, вдали виднеются дома Скрунда-1. Мы с вами идем сейчас через территорию автопарка на дорогу, которая приведет нас к позициям РЛС Днепр. Не забываем смотреть под ножки, ребята. Арматуринки везде. Если у вас не такие сапожки, как у меня, можете ободрать себе ножки. Особенно милые дамы, кто тоже любит погулять по заброшкам, берегите ножки. Здание, примыкающее к трубе, представляет из себя на данный момент пустой ангар. Здесь, наверное, раньше были какие-нибудь котлы, трубопроводная арматура, но, увы и ах. Автопарк начали немножечко сносить. По части снесенного автопарка мы с вами как раз перебираемся на ту его сторону. Странно, что сносом попахивает тоже давишним. То есть зачем-то его начали сносить, а потом прекратили. В итоге мы тут, рискуя сломать себе наши копытца, скачем по всем этим бетонным обломкам и уворачиваемся от различных арматур. А вот и пространство самого автопарка. Такие вот гаражи, в них хранилась техника, ремонтировалась, различные плакаты, показывающие о том, что, как правильно надо делать, в том числе в плане замены колес, там других каких-то элементов ремонта. И, в общем, ничего интересного мы здесь не увидим. Нам нужно где-то туда, на дорогу. Андрюха восхищается надписями, а я обратил внимание, как сделана здесь крыша. Лежат кирпичи, на них уложены П-образные бетонные перекрытия, которые идут таким горбиком. Видимо, для того, чтобы вода стекала, снег стаивал и уходил быстрее, а не залеживался. Обходим, потому что мы хотели там пойти, а там немножечко заросло все. Бетонные плиты. Много выдранных бетонных плит. 7. Хранилище 7. Чем-то мне напомнило таблички, которые висели на складах немецких боеприпасов на Балтийской косе в Калининградской области. Может быть, здесь тоже было хранилище чего-либо. Ну, похоже на то. Доска документации. Немножечко покрытая плесенью, без документации. О, что там написано? Инструкция по обращению с ядовитыми техническими жидкостями. Да, здесь наверняка хранились какие-нибудь запасы для ремонта автомобилей, там тосол какой-нибудь, еще там масла и так далее. Для удобства вкатывания, выкатывания сделаны такие бетонные пандусы. Так что будем считать, что это склады. Мы вышли на дорогу, которая идет от военного городка к позициям радиолокационной станции. Я абсолютно не удивлюсь, если позиции самой РЛС отделялись от городка отдельным периметром, что в принципе есть логично. И, собственно говоря, наверняка это было КПП при входе. Ну что, зачем нам прыгать через овраги? Давайте пойдемте, как все белые люди, через КПП. Так, пройти через КПП особо не выйдет, но можно посмотреть, чем жил здесь дежурящий. Стол, 2 трамвайки, пара выключателей,
еще какой-то рубильник. Ну, здесь наверняка был какой-нибудь шлагбаум или откатные ворота, поэтому этим всем делом надо было управлять. Ну, на данный момент ничего не осталось. Есть... Ой. Привет. Да ладно. Привет. Как твои дела? Ни хрена себе, смотри. Да, несколько яиц. Все, валим отсюда. Главное, да, птичку не спугнуть. Уходим отсюда. Пройдя буквально пару сотен метров, мы приходим к такой развилке, довольно-таки накатанной. Дорога уходит прямо, нужная нам, а мы с вами пойдем налево. Как же иначе? Налево находится заброшенная электростанция. Хочется посмотреть, что от нее осталось. Очень такое своеобразное дерево. Мне сдается ощущение, что когда-то в него ударила молния, расщепив верх. И так как низ продолжал жить, его соки напитали один из сучьев, и он вот так вот устремился вверх. Но смотрится это, конечно, очень необычно. Сами, впрочем, видите. Здание подстанции, понижающей. Ну, я думаю, что тоже здесь все вполне очевидно. Так как объект потреблял некоторое количество электроэнергии, ее нужно было подготовить, понизить с питающей подстанции и развести по потребителям. Этим и занималось оборудование, расположенное здесь. Но, увы и ах, содержащие цветные металлы конструкции, я думаю, выпиливались одними из первых. Несмотря на то, что Латвия тоже, наверное, очень сильно хотела в Евросоюз. Металл, денежки были нужны, поэтому все это дело разворовывалось. Поэтому, если бы я вам не сказал, что нахожусь в Латвии, можно спокойненько было бы подумать, что я нахожусь на одном из типичнейших абандонов в Российской Федерации. А так это Европа. Все выпилили. Да. О том, что я вас не обманываю, и здесь действительно была работа с электричеством, могут подсказать обломки вот этих вот изоляторов, опорных, проходных и так далее, валяющимся в неимоверном количестве внизу. Какие-то тумбы, может быть, здесь были то ли трансформаторы, то ли, ну, наверное, трансформаторы какие-нибудь, выключатели, я не знаю. На распредустройство это не особо катит, но оно такое, довольно-таки нетипичное. Я таких постаментов никогда раньше не видел. Можно сделать памятник. А ну, давайте памятник воздвигнем. Это латвийский Ты не боишься, что тебя сейчас распилят? Я не медный, если что. Да ладно, там накропать-то можно полграмма. Я насчитал 2 ряда, в каждом ряду 12 постаментов. Посередине... И 2 здания еще. Да, и 2 здания к тому же. Сейчас ходим в соседнее, я думаю, что там, наверное, какое-нибудь распредустройство было. Снизу идет огроменный просто кабельный коллектор. Можете себе представить, какое количество меди на погонный метр этого коллектора здесь раньше было. Ее было много. А вот сверху, кстати, тоже было что-нибудь. Может, сверху как раз распредустройство было, как вариант. Соседнее здание аналогично первому посещенному нами. Такие же ряды, такие же постаменты и больше ничего. Ладненько. Идем тогда дальше, к РЛСке, к остаткам, точнее, ее. Единственное, что я скажу по этому зданию, что все-таки оно не типовое для подстанций, потому что тоже в моих видео, если вы смотрели внимательно, они примерно все одинаково выглядят, но таких вот постаментов я не видел. Может быть, здесь какие-то преобразователи были электромашинные, может, еще что-то. Ну и также, к сожалению, не нашлось ни одной надписи, которая могла бы пролить свет на это дело, то есть обшарпанные стены, обколотые куски камней, в общем, ничего, к сожалению, ничего. Был заметен чувак на велосипеде. 2. Даже 2. В общем, идем за ними. На велике. Подходим к позициям Днепра. Виднеется небольшой дотик охранный. Оп-оп-оп, обваловочка. О, нифига себе. Вот так вот. Прямо здесь вообще такой капонир, сделан. А внизу немножечко печаль. Пройдя чуть-чуть подальше, увидел вход, но, как и показал вам ранее, все немножечко затоплено и немножко мусора. Печаль. Ребята, велосипедисты, которых мы увидели уезжающими как раз вдаль, и за которыми мы пошли, они местные. Вы в Скрунде, да, живете? Да. Вот в самом городе, где как раз мы там в кафешку ходили, они нам вот показали, что в принципе здесь раньше был Дарьял. То есть вот то видео... Сбили меня ребята. Здесь находилась одна из 2 РЛС Днепр. Впрочем, бывшие позиции Дарьяла выглядят один в один так же. Но, как я и предполагал, самое интересное место здесь сам военный городок Скрунда-1. Хорошо, ребят, спасибо вам большое. На самом деле очень приятно, что по-русски говорите, понимаете, потому что тут ходишь, иногда вообще народ смотрит как «а, чего, где?», то есть языка не знают. Мы попрощались с ребятами, пожелали им удачи и
так как мы, в принципе, их застукали на пути обратном, они нас немножечко с нами прошли. А мы тем временем пойдем посмотрим, может, увидим обломочки некогда великой, но она, правда, была еще не запущена, радиолокационной станции Дарьял. Потом пройдемся до Днепра и быстренько в Скрунду, которая охраняется, конечно, но надо же ее посмотреть. Первое колесо, покатившееся здесь за последние 5 минут. За последние 5 минут. Тут ребят на велосипедах были. Мак. И он не запрещен. Да. Значит, давай героина сделаем. Не, на самом деле, я знаю, в районе Порхова там целое маковое поле. Просто очень много маков. Красота. А там сам. Бетонка, по которой мы пришли, заканчивается таким вот полем, на котором растут молодые деревца. За 20 лет вполне ожидаемо появление тут какой-то растительности. Мусор строительный, я так понимаю, отсюда вывезли, дабы отчитаться, что все сделано и злостная оккупационная РЛС уничтожена. Сталка по полю. Мы решили немножко лесом спрямить до бетонки, заодно посмотреть, что здесь находится. Какая-то обваловка, остатки, видимо, здесь уничтожались все сопутствующие строения, часть из которых наверняка была загублена, потому как излучение с этого Дарьяла-то тоже нормально должно было идти. В общем, идем туда, в лес, к бетоночке, которая нас поведет к остаткам позиций Днепра. Действительно, торчащая арматура говорит о том, что это несколько искусственное сооружение, взгромождение, а у нас тут есть какая-то тропинка, что радует. Главное, чтобы она была протоптана не диким зверьем. Латвийские бобры знают свое дело и потихонечку стачивают местный лес. Главное, чтобы не приземлилось на голову. Нам куда-то туда. Он там медогрызный. Да, нам куда-то туда. И, в общем, конечно, приятного мало ходить по вот этим поваленным деревьям. Но главное, что сухо. Поэтому, в принципе, прорвемся. Тут идти-то всего-то копейки. Все-таки мы спрямили. Не особо сильно плутали, хотя последние 30 метров было немножко воды. Пришлось чуть-чуть обойти. Деляночку подзатопило. Там снова туда. Ну что я могу вам сказать? Латвийцы, конечно, молодцы. Настолько оперативно полностью утилизировать объект. Ну как оперативно? Конечно, с момента 98-го года прошло уже немало годков. Но тем не менее обычно остаются хоть какие-то руины. За мной простиралась радиолокационная станция. Простиралась. Здесь находилось здание. Ну, наверное, вычислительного центра, я не знаю, приемного, там, где все эти сигналы там принимались, обрабатывались. Находилось. Тут просто буквально пара бетонных каких-то головочков. Все, больше ничего не осталось вместо здания. Ну, собственно говоря, как вы видите, голое поле. Поэтому смотреть здесь нечего, но это посмотреть надо было, чтобы убедиться, в принципе, самим в том, что здесь находится. И теперь мы идем в заброшенный городок Скрунда-1, будем его шатать, изучать. Главное, чтобы не попалили. Как всегда, я соберусь куда-нибудь идти, и все равно что-нибудь увижу, зацеплюсь взглядом камеры, чтобы заснять. Ну вот, да, металлические какие-то конструкции довольно-таки толстые, которые, видимо, они выдрали. Все остальное просто вывезено на, не знаю, самосвалах куда-нибудь. Пара бетонных блоков, на которых можно сейчас чуть-чуть присесть, отдохнуть и чесать дальше в путь. Идет человек пешочком в нашу сторону. Ну, в принципе, он нас уже увидел 100 раз, и мы его 100 раз увидели, поэтому идем навстречу к нему. В следующем видео я вам расскажу, чем закончилась встреча с этим товарищем и покажу место по духу немного похожее на Припять. Мы посетим жилой городок военных и побываем в некоторых квартирах, зданиях, ну а также попробуем забраться как можно выше. Ведь слабоумие и отвагу в исполнении МША еще никто не отменял. До встречи в новом ролике. С вами был МША И Андрей Нефедов.